Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас интервью с психотерапевткой. Ее зовут Лена. Я знаю, что вам очень понравилось предыдущее интервью с психотерапевтом, где мы говорили о личной терапии, об эмиграции, о карьере и так далее. Сегодня у нас немножко другая тема. Мы поговорили о парной терапии. То есть в этом подкасте будет очень много информации об отношениях, о том, что такое здоровый, что такое нездоровый конфликт, о том, как мы вообще друг с другом общаемся и какие потребности мы используем в отношениях, как понять, стоит ли продолжать отношения или нужно их закончить. А также в конце Лена дала несколько полезных ресурсов, которые можно использовать самостоятельно. Поэтому смотрите до конца и давайте начнем. Лен, привет! Как твои дела, как Привет, настроение? привет, привет, Наташ. Очень-очень все здорово. Спасибо, что пригласила. Да, кстати, с Рождеством и наступающими праздниками мы записываем прям в Точно. канун. Да, точно, точно, и тебя. И всех, А кто будет расскажи, слушать. да, расскажи немножко о себе, расскажи о том, в каком подходе ты работаешь, с кем ты Мгм. работаешь. Ну, как услышали, да, что меня зовут Лена, я психолог, психолог и эмоционально фокусированный парный терапевт. Немножко поподробнее про это расскажу. Как психолог-сексолог я работаю с самооценкой, с детско-родительскими отношениями, то есть когда уже взрослый, да, я работаю только со взрослыми, когда уже взрослые тети и дяди не могут отсепарироваться, отсоединиться психологически от родителей. И до сих пор, допустим, важно, что родители подумают, либо до сих пор есть какие-то там претензии к родителям, почему они там не могут вести себя так, как условно мне хочется. Это также может быть так, что там взрослые дети страдают от родителей. Разумеется, это работа с детскими травмами. Что-то произошло в детстве, а у нас у большинства что-то происходило в детстве, кто родился в 90-е. Вот, и это, конечно же, несет последствия по сей день, несет последствия таким образом, что там человек как-то себя чувствует плохо, как-то ведет себя, да, определенным образом. Разумеется, ко мне приходят также с вопросами отношений, вопросами изменами. То есть это вот все-все-все ко мне. Конечно же, это про кризис личностный. То есть как раньше условно было, я не хочу, я не могу, мне там грустно, больно, противно, я хочу по-другому. Как по-другому? Либо я не знаю, либо мне страшно. Ну, например, там, я хочу поменять работу, а мне очень страшно. И мы начинаем там разбирать, а что это за страхи. Ну и, конечно же, различные кризисы, например, как развод. Это что касается вот психолога. Что касается секс-терапии, то здесь также приходят либо с парами, либо я работаю индивидуально. Если это индивидуально, то чаще всего я работаю с женщинами, но не только. Но если мы говорим про женщин, то частый запрос – это то, что снизилось желание, сложно возбудиться, сложно отключить голову и сфокусироваться во время секса. Я больше не хочу партнера. И, конечно же, проблемы с достижением оргазма. Если мы говорим про пары, то чаще всего это запрос звучит так, что один партнер хочет больше секса, а второй партнер хочет меньше секса. Ну, это такие типичные вопросы. И если говорить про эмоционально фокусированную терапию, парную терапию, когда приходит, соответственно, пара, то, как правило, это про то, что мы ссоримся постоянно или очень часто, никак не можем договориться. Это про различные кризисы в отношениях, там кризис 5 лет, ну и не только. Это непонимание друг друга, это также измены и, ну, не то, что часто, но достаточно часто приходит с тем, что вот мы сейчас на пороге развода, спасите нас. Спасибо, что так подробно рассказала. И сегодня я, наверное, хотела с тобой больше поговорить именно о парной терапии. Мгм. Ты можешь рассказать поподробнее, как проходит сеанс парной терапии? И чем вообще структура, допустим, и роль терапевта в парной терапии отличается от личной? Мне кажется, что, ну, это такая вещь, которой мало кто сейчас еще занимается, и, Па- ну, для людей не Мгм. совсем понятно.
Парная терапия. Мгм. А, я бы, наверное, сказала, что да, все таки распространена больше индивидуальная терапия, потому что, наверное, туда легче войти. Потому что до сих пор все таки в основном приходят на терапию это женщины. И здесь не потому, что мы разные мужчины там с Марса, а женщины с Венеры, да, а просто потому что, к сожалению, пока что, тем не менее, в силу нашего воспитания, женщины, они более доступны к своим эмоциям. И поэтому им намного проще прийти и просто поделиться, вообще понять, попытаться понять, про что это. И поэтому, собственно, женщины, они чаще и доходят до психологов, психотерапевтов, чем мужчины. А поскольку парно это, как правило, оба приходят, да, если мы говорим про гетеросексуальные пары, вот, то поэтому действительно на моем опыте, ну, не только, что, к сожалению, часто приходят до терапевта, когда прям, ну, вот уже совсем-совсем-совсем все плохо, ну, тогда вот да, мы не справились сами, и мы идем к терапевту. И все равно, конечно же, в зависимости от подхода терапия, она отличается. Я буду рассказывать в том подходе, в котором я работаю, да, эмоционально-фокусированная терапия. И у нас вообще так происходит, что всегда это наше правило. Первая встреча это совместная встреча с двумя партнерами, и плюс еще по одной встрече с каждым по отдельности партнером. Да, Мгм. чтобы понять в том числе и, естественно, запрос, и понять какие-то, может быть, вещи, которые волнуют человека, но он, допустим, стесняется, либо не готов еще поделиться со своим партнером в присутствии его, да. И потом уже вот на третьей, уже на четвертой совместной встрече мы начинаем терапию. И в том подходе, в котором я работаю, он базируется на теории привязанности, Болби. Сейчас об этом очень много говорят. Это про тип привязанности, надежный тип привязанности, избегающий, тревожно избегающий. И немножко, да, про это расскажу. Как правило, ну, не как правило, всегда, когда мы растем, у нас с нашими значимыми близкими, если мы говорим про первый год, то, разумеется, это мама, до 3 лет все равно очень важна еще мама. У нас вот там закладывается вот этот базис, да, тот уровень, скажем так, привязанности, тот стиль привязанности, который, как правило, у нас будет потом доминировать. И если у нас была там мама надежная, нам было плохо, нам было больно, мама там всегда к нам приходила, то мы потом живем с таким доверием к миру, и мы не боимся, что нас отвергнут. Мы уже тогда в отношениях можем без проблем подходить к партнеру, озвучивать ему все наши страхи какие-то. Не только это с партнером, да, это в любых отношениях. Но, к сожалению, это пока что единицы, у кого, да, действительно такой надежная привязанность, надежный стиль привязанности. А чаще всего либо это избегающий тип привязанности, либо это тревожный. Избегающий, он формируется тогда, когда ну, там еще в том числе, разумеется, детские сады и ясли повлияли, если ребенок еще попадал в больницу совсем маленьким, и тоже мамы не было. Но если мы не берем даже вот такие экстремальные случаи, что если, допустим, мама не была рядом, мама никак не откликалась на потребности ребенка, то ребенок, он вырастает с тем, что я не нужен, мои эмоции не нужны. Вообще лучше не чувствовать ничего, потому что если я чувствую, то для меня это больно, да. Я чувствую, что мне плохо, а на мое плохо и мама никак не реагирует. Поэтому лучше Мгм. вообще ничего не чувствовать, лучше вообще ничего не желать, лучше для себя ничего не требовать. И этот тип привязанности избегающий, он уже и также проявляется во взрослых отношениях. Ну, если мы говорим про пару, я буду приводить примеры именно с парами в отношениях. Например, если какая-нибудь эмоциональная ситуация, не знаю, там ссора, скандал, то, как правило, эти люди, они, собственно, избегают, да, поэтому избегающих тип привязанности. Я буду избегать конфликты. Если мой партнер на меня напирает, мне нужно куда-то уйти, условно, в сторонку, где-то спрятаться, чтобы самому успокоиться. То есть, да, он вот прям избегает. Есть тревожный тип привязанности. Он формировался тогда, когда мама то приходила, то не приходила. И поэтому я не понимаю, а вот сейчас меня любят или нет? Я сейчас заплакал, мама пришла, а сейчас я заплакал, мама не пришла.
И тогда я буду постоянно тревожиться, а любят меня, а любят меня. И таким детям, а потом взрослым нужно перепроверять, скажем, да, так, а вот сейчас ты меня любишь, Мгм. а вот сейчас ты меня любишь, а вот мы сейчас поссорились, нет, давай поговорим. И это вот часто, часто это женщины, опять-таки, в силу просто воспитания, в том числе женщины, которым нужно договорить. И нет, постой, вот они там ругаются, и мужчина уже хочет уйти, чтобы его оставили, а женщина такая, нет, давай сейчас поговорим. Либо там один из партнеров говорит, там, дай мне там, мне нужно какое-то время с собой. А сколько тебе нужно время с собой? Сколько вот тебе? Ну, там, дай мне 2 часа. Вот такой сидит, когда эти 2 часа закончатся. Просто потому что внутри настолько сильная тревога. А что он там сейчас будет думать? А может, он там сейчас надумает, что вообще все плохо, и мы будем, не знаю, расставаться. Очень страшно потерять этого близкого. Ну и вот тревожно избегающий, там просто комбо, там и хочется близости, и страшно от этой близости. И вот как в кошки-мышки я подбегаю, чтобы сблизиться, а нет, слишком близко, нет, это мне слишком опасно, потому что близость – это эмоции, близость – это больно, я отхожу, да, и вот так я бегаю. Вот, и хочу рассказать про ситуацию, чтобы также было понятно. Я обожаю приводить пример, такая очень утрированная, но, возможно, типичная ситуация. Допустим, партнер, я сегодня опять буду про мужчин говорить, и заранее извиняюсь, если мужчины меня слушают. Ничего не имею против, просто, к сожалению, как я сказала, чаще всего это происходит так, что мужчины, они избегающие, а женщины, они преследующие. Но, опять-таки, еще раз, это не всегда так. Но буду приводить примеры, где так легче. Допустим, мужчина, он обещал позвонить, обещал прийти в 7 часов, должен был позвонить, время 8, время 9, нет никаких звонков, и партнерша его ждет, пыталась дозвониться, ничего не получается, она уже и злилась, она уже и переживала, что, о господи, что с ним случилось. И вот он приходит, и, конечно же, она такая в гневе, да, начинает его просто на него нападать. А где ты был? А почему ты не позвонил? Да мы же с собой договорились. Ты. Просто с огромный кусок такого гнева, скала. И в этот момент мужчина либо начинает возвращаться, либо начинает оправдываться. Но здесь очень важный момент. Нужно понимать, что, разумеется, за вот этим гневом женщины у нас слышится еще раз только гнев, да, и для мужчины Мгм. слышится только гнев. Вот она сейчас просто меня ненавидит и хочет меня уничтожить. А на самом деле за этим гневом у женщины, да, стоит как раз потребность в привязанности. И она себе, скорее всего, когда он не звонил, она начинает себе накручивать о том, что так, а что происходит в этом. Вначале она может подумать, действительно, может, что-то случилось. Но потом начинается идея о том, что почему он не звонит, а может быть, я ему не настолько важна, а может быть, я ему не настолько ценна, что он даже не задумывается о том, что мне нужно написать. А что случилось? То есть здесь она где-то начинает, ну, не то, что себя обесценивать, она начинает терять вот эту ниточку привязанности, скажем, эту надежной привязанности с Мгм. партнером. И она, естественно, от этого начинает паниковать, а часто из вот этого страха одна из страха рождается эмоция злости, потому что злость – это еще мне нужно что-то сделать. Это то же самое, допустим, когда очень тоже понятный пример для многих, я думаю, когда ребенок маленький бежит через дорогу, не знаю, его только что чуть не сбила машина, она прибегает, она не говорит, что «О, Господи, я тебя так люблю, я так испугался». Она прибегает и начинает орать на него, да, «Ты что сделал?» Но не потому, что она ненавидит ребенка, да, потому что она в этот момент ей было настолько страшно вот потерять, что это вот переходит в вот такую злость и обиду, ой, не Мгм. обиду, а в такую злость, да, агрессию. Вот здесь тот же самый механизм. Мне настолько сейчас страшно, что я не важна, я не нужна, мне настолько страшно, может быть, потерять партнера, ну, это если мы более глубоко будем, да, Мгм. закапываться, что я начинаю здесь злиться, злость, как реакция такого протеста. Нет, не делай так, расскажи мне, почему, расскажи, я хочу знать, что то, что я думаю, что между нами связь потеряна, это не так. А если мы немножечко продолжим здесь, то как раз хочу показать, как это работает с избегающим и преследующим партнером. Ну и, скорее всего, женщина, она преследующий партнер.
И когда заходит муж и видит, да, там, лицо женщины, что который его начинает триггерить, он понимает, что сейчас на него будут кричать, и он может начать как-то оправдываться, да. Чаще всего, да, мы конфликтуем так. Мужчина начинает оправдываться, но на самом деле и это еще больше начинает злить женщину, да, она еще больше начинает там накидывать, злиться, потому что это не то, что на самом деле мы хотим слышать. Мы хотим слышать какие-то слова, которые нас успокоят именно наш вот этот страх, что мы важны, что мы нужны. Часто начинают там обещать: я больше так не буду, ну прости меня. Следующий, избегающий партнер, он начинает как-то уверять, что все будет хорошо. Это опять-таки такая частая стратегия избегающих партнеров. Заверить, что все будет хорошо, решить Мгм. проблему. Это бесит, да, это начинает бесить преследующего, потому что преследующему нужно не решать проблему, не чтобы его в чем-то заверили, в каких-то там решениях, а в том, чтобы ему сказали, что ты важна, ты нужна, да, там, прости, я не подумала, что тебе так будет больно. То есть восстановить вот эту связь. Вот, надеюсь, на примере немножко понятно, что это и, собственно, с чем работает терапевт. ЭФТ-терапевт, он помогает это показать, он помогает, во-первых, партнерам увидеть, кто какую роль занимает, чтобы они могли также лучше настроить коммуникацию за счет того, чтобы давать как раз, скажем так, дать нужные слова вот этой потребности в близости. Что, опять-таки, да, чаще всего как раз мы не делаем, и поэтому конфликты, они продолжаются. В общем, главная задача терапевта – это настроить вот эту близость и привязанность, сформировать надежную между партнерами. Мгм. Мгм. Мне прям, пример очень отзывается. И мне кажется, вот, кстати, ты говоришь, да, типа обычно женские, мужские роли. Ну вот в нашей паре все наоборот всегда Мгм, было. мгм, И да, мне кажется, тоже во многом зависит от воспитания, потому что, ну вот, допустим, там Юру воспитывала тревожная мама, и у Юры действительно был очень тревожный, тип мгм, привязанности изначально. мгм, Меня, наоборот, допустим, там в конфликтах в моей семье обычно всех оставляли в одиночестве, там все мгм, расходились по мгм, углам, никто друг с другом не разговаривал, и поэтому как бы вот это такая стратегия избегания. И это, мгм. да, скорее не стандартно в наших, вот таких традиционных, гендерных ролях, но да, да, бывает. Но по сути вся ситуация формируется точно так же, только наоборот. Да, да. И ты сказала, что задача терапевта здесь показать паре, ну, вот эти вот настоящие чувства, да, которые стоят Мгм. за вот этими проявлениями, и Да. помочь им достичь близости. А расскажи побольше о том, как это происходит. То есть ты, по сути, как интерпретатор, человек что-то рассказывает, ты пытаешься О, понять, да. что за этим стоит? Да, ну, на самом деле, скажем, да, так, можно выделить два направления работы. Что, во-первых, терапевт, он действительно выслушивает и дает понять, что вот терапевт тебя понимает, да, потому что, разумеется, второй партнер как раз, как правило, начинает вот защищаться, либо атаковать, а терапевт, он дает понять, что я слышу твою потребность, ну, конечно, ты хочешь, чтобы он тебе позвонил, ну, конечно, тебе важно, ты. И это важно, что терапевт делает с обоими, да, это не так, что один придет, но, как правило, преследующий всегда начинает, да, ему легче, потому что с эмоциями он выдает вот это все, мне так больно, мне так плохо, вот кто-нибудь поймите меня, и терапевт, вот он поглаживает, и это очень важно для того, чтобы ну, во-первых, второй партнер мог услышать, да, услышать корректными словами, потому что, да, я где-то перефразирую, где-то я показываю, усиляю именно вот эмоции, что тебе так важно, чтобы вы были вместе, да, тебе так важно, чтобы именно твой партнер тебя услышал. И это, конечно, поглаживает вот второго партнера. Я тебе важен. То есть ты на меня орешь не просто потому, что ты меня считаешь козлом, а потому что для тебя важен я, чтобы там я услышу твою потребность, да, там. Ты орешь на меня не потому, что я там, не знаю, не встретил тебя в аэропорту, не потому, что тебе так захотелось, а потому что для тебя это так важно, я для тебя так важен. Это уже помогает формировать связь, но это такой начальный этап. Опять-таки, да, потом мы перейдем ко второму партнеру, который, как правило, молчит, но мы там тоже вытащим все вот эти потребности его. И, как правда, ты сказала правильно насчет интерпретации, да, там, о том, что ты хочешь
ты на него кричишь не потому, что ты, не знаю, хочешь на него давить или манипулировать, а потому что тебе важно, чтобы он тебя услышал, как он тебе важен. Да, именно это я и хочу сказать. То есть, да, здесь Мгм. такой переформулировка. Ну и потом уже такой дальнейший шаг — это тогда, когда партнеры могут поделиться этим собой и друг с другом. И когда один из партнеров, он поворачивается, он смотрит в глаза, ну, здесь терапевт тоже ведет этот процесс, разумеется, он контролирует, не так, чтобы, вот я не знаю, сейчас кричу, ору, давай, давай, теперь скажи ему это. Это не так происходит. Вот, чтобы уже в таком человек немножко успокоился, опять-таки, когда вот его слышат, он начинает успокаиваться, и тогда он уже может спокойно свою вот эту потребность или свою какую-то боль рассказать своему партнеру, смотря ему в глаза. Ну и здесь часто на сеансах люди начинают плакать, потому что это, правда, очень трогательно, и часто говорят, что два момента, которые меня прям очень трогают. Говорят о том, что блин, я же говорил то же самое, мы уже об этом говорили, а сейчас оно звучит как-то очень по-другому, да, очень более, очень глубоко. И второй момент, это тоже очень здорово, когда в пары приходят даже те, у кого там, кто условно прокачанный, кто ходит на личную терапию каждый, да, кто говорит, что, да, блин, мы стараемся конфликтовать, чтобы это было очень экологично, но все равно это совершенно не так, как происходит на консультациях. Потому что, опять-таки, на консультациях нас никто не учил, да, даже на личной терапии, если не эмоционально-функциональная терапия, нас не учат вот, заглядывать глубже про потребности. Нас учат, как правило, Мгм. да, там, как, правда, экологично высказать свою потребность. Но вот там, не опаздывай, пожалуйста, либо звони мне в следующий раз, меня это ранит, да. Ладно, хорошо, я буду звонить тебе. Но это не то, что человек хочет услышать, да, человек хочет услышать вот то, что я важен, то, что я нужен. А Мгм. так мы, никто из нас не конфликтует просто потому, что нас этому не учили, потому что этому учат на эмоционально-функциональной терапии. Да, Какой-то еще был очень. вопрос, который, мне кажется, нет? Я все сказала или что-то я пропустила? Нет, мне кажется, ты ответила. Слушай, мне очень отзывается, и действительно это то, чему не учат на личной терапии, особенно когда в парах, мне кажется, довольно часто формируются какие-то паттерны поведения. Мгм, И вот мгм, такой цикличный, да, допустим, наша проблема личная была в том, что когда там один из нас триггерится, второй мгм. из-за того, что он в терапии и в данный момент не в триггере, может это очень легко разрулить. И мы можем, Мгм. допустим, друг друга Да. терапевтировать. Но когда оба триггерятся, или когда мы заходим в ситуацию, которая, допустим, ну, потенциально конфликтная для обоих, и у обоих есть какое-то предчувствие, что сейчас будет что-то очень плохо, Горячее. короче, все пойдет. И вот тогда начинается. И знаешь, и очень сложно выйти вот из этого паттерна. И вот тоже мне Мгм. отозвалось то, что ты рассказывала, когда, допустим, там человек приходит, который опоздал, да, на Да, него орут, и он начинает заверять, что я так больше делать не буду, да. Но да, второму, скорее всего, таких уже разов было много, да. Скорее всего, этот возможно. человек уже обещал это сделать. И Да, здесь и есть да, такое, что, наверное, вот пока ты действительно, почему там другому важно, чтобы проявили эмпатию, потому что пока ты не чувствуешь, что другой действительно понимает, насколько для тебя это важно и почему да. ты об этом просишь, Что это он не просто может, моё правило, да? Не просто я потому да, что хочу, делаю вот так, как я хочу. Мгм. да, и он как бы забудет об этом обещании сразу же. Ну вот тоже я и за собой замечаю, я за собой замечаю, что я просто могу забыть, да. Там за Юрой я Мгм. замечаю, что если он не понимает внутренние мои потребности и считает, что это какая-то фигня, то он просто не будет этого делать. Ну, потому Да. что он не будет считать это важным для себя. Ты Да. щас сказал насчет личной терапии, и это тоже такой один момент, чем отличается, личная терапия от, парной. Мне очень нравится выражение, которое вот наш преподаватель по ЭФТ говорит, что в парной терапии наш фокус, наш клиент — это отношения. Мгм. Не клиент и клиент, а мы работаем с отношениями. И мы делаем условно все, чтобы было, ну, чтобы эти отношения условно вылечить их. А когда личная терапия, и, к сожалению, это правда часто бывает такое, что если один партнер идет на терапию,
что может быть такое, что он начинает, ну, условно, вырастать в том плане, что он начинает слышать свои потребности, он начинает больше что-то понимать про себя. Если вот второй партнер не подтягивается, то из-за этого как раз и бывают разрывы. Да? Это вот эта история, когда Мгм. один из пошел к психологу, и в итоге они расстались. Поэтому говорят, нет, 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 я не пойду нахрен к этим психологам, мы только разведемся, да. Но это не потому, что там психолог что-то наделал, а потому что человек про себя знает. Один момент. Другой момент насчет того, что наделал. Действительно, есть такой момент, что когда это личная терапия, конечно же, только у нас один клиент, который мы видим, которому плохо, который страдает. Ну и, конечно же, да, здесь терапевт, он эмоционально подключается, и он работает только вот с вот этой реальностью. Все равно, конечно же, хороший терапевт, он тебя возвращает в то, что он видит только одну реальность, он не знает, как там на самом деле. Потому что, опять-таки, да, когда приходит второй человек, и оказывается, что там совершенно другая история, да, что у каждого своя реальность, и у каждого свои неудовлетворенные потребности, и каждый видит одну и ту же историю с разных совершенно сторон. Здесь как раз опасность в том, чтобы психолог не начал, ну, условно, подключаться к своему клиенту и работать на разрушение отношений. Что, да, условно, зачем тебе такие отношения, ты достойна лучшего. Ну, утрирует, да, там психолог так не Мгм. будет говорить. Ну, вот если мы такими широкими мазками. Вот, и поэтому здесь я всегда рекомендую, если это работа над отношениями, то очень классно все-таки идти в парную терапию. Да, если там нету такой возможности, если партнер прям очень сильно противится, все равно личная терапия, она где-то может помогать, потому что через одного человека также можно воздействовать как-то грубо, влиять на отношения, да, скажем так. Потому что, Мгм. опять-таки, человек что-то больше про себя понимает. Я, как парный терапевт, также могу, ну, условно, фантазировать, предполагать в нашей консультации, почему может вести себя вот второй партнер так. И часто, может, оно оказывается так. И человек там приходит, проверяет эту гипотезу, понимает, что, оказывается, мой партнер там злится не потому, что он такая сволочь, а потому что у него там свои эмоции. Выясняет эти эмоции, и у них происходит очень классный диалог. Ну да, и в тему этого я хотела с тобой поговорить именно о ситуациях, когда, допустим, один партнер больше готов и больше хочет, а второй испытывает изначально какое-то сопротивление, не уверен вообще, нужно это или нет. Там один партнер его притащил зачем-то туда, он не понимает, что он там Мгм. делает. И тоже в эту тему у меня был вопрос от подписчиков, потому что я говорила, что я буду разговаривать с тобой о парной Мгм. терапии. И вот спрашивают, как быть, если паре нужна терапия, но один не хочет идти к психологу, и стоит ли человека уговаривать или просто должен пойти тот, кто готов? Мгм. Это очень классный вопрос, потому что, конечно же, психологи часто говорят о том, что и про личную терапию часто говорят о том, что да, не нужно тянуть кого-то за уши, если человек не готов, то значит, он и будет там саботировать и так Мгм. далее. С парной терапией я не могу сказать, что это однозначно так. Потому что, опять-таки, возвращаясь сначала, что все-таки женщины чаще ходят на терапию, и женщины это, собственно, чаще всего те, которые и инициируют парную терапию. И здесь может быть таких два момента. Один момент о том, что женщина инициирует, мужчина отказывается. Проходит какое-то время, часто эти женщины сами приходят на личную терапию, пытаются что-то поменять, говорят о том, что, блин, ну что-то со мной может быть не так, что мне еще сделать, чтобы как-то повлиять на партнера, да, условно здесь. И потом, когда уже женщина выгорела полностью, решает разводиться, и мужчина понимает, что это действительно серьезно, тогда он говорит, что ой, пошли на терапию парную, я согласен. Но это уже поздно, потому что женщина действительно уже полностью выгорела. Ну, партнерша, да, партнер. Если это еще не такой случай, и все-таки партнер соглашается, ну ладно, хорошо, пойдем, ну давай, ради тебя, то здесь нужно понимать, что почему человеку, у которого не было личной терапии, а это чаще всего, у кого не было личной терапии, да, Мгм.
Как это будет, как в его глазах чаще всего это представляется, что я вообще и так себя чувствую не окей, да, потому что моя там жена, условно, она все время чем-то недовольна, она недовольна нашими отношениями. Опять-таки, да, чаще всего приходят в терапию преследующие партнеры, которые вот постоянно: Мгм. "Давай поговорим, ты что такая, в наших отношениях все плохо, ты". И она приносит своего партнера. И то есть она дома его там, условно, как он воспринимает, капает, он воспринимает, что я сейчас приду в кабинет, и там две тетки, а потому что все равно, да, в основном пока что психотерапевты женщины. И вот две тетки будут просто меня прессовать тем, что я какой-то не такой, и меня будут пытаться лечить. И поэтому мне здесь очень понятно мужчин, которые не хотят идти, да, подписываться на это, просто на какую-то экзекуцию. Вот, и поэтому здесь в ЭФТ-терапии считается, что если даже партнер не сам по собственному желанию пришел, то это окей, мы можем с этим работать. Это не 100% гарантия, что терапевт может его ввести, да, в терапию, но достаточно часто так оно происходит, что второй, ну ладно, просто согласился. Ладно, ты считаешь, что это важно, я могу даже в это во все не верить, ну ладно, я соглашусь. И здесь как раз задача уже терапевта, чтобы он очень так ювелирно работал с тем человеком, который не хотел, чтобы он максимально ему показал, что здесь не будет, что терапевт не занимает ни какую-то сторону, Мгм. что терапевт очень так уважительно относится к обоим, что также терапевт будет, то, что вот я вот раньше говорила, выслушивать не только вот того, который громко кричит, да, а и того, кто молчит, и его тоже, да, там, Мгм. заверять и поддерживать, и говорить о том, что да, и тебе вот этого хочется, и для тебя это там несправедливо слышится. И тогда уже вот человек может вот здесь расслабиться, понять, что, ну, здесь действительно спокойно, здесь можно начать раскрываться. Я поняла, окей. А еще ты упомянула вот как раз о том, когда, допустим, там, девушка уже выгорела, и это поздно, да, в такой момент Мгм. работать над отношениями. А у тебя бывали клиенты, которые приходили к тебе расстаться? Вот есть люди, которые уже все не хотят быть друг с другом, но они хотят хотя бы, ну, на По-человечески так нормальных, разойтись, да, да. на нормальных, Мгм. позициях разойтись. У меня не было, к сожалению, но мне было бы очень интересно с этим поработать. И это, я считаю, что правда очень-очень классно. И если кто-то вот слушает и находится в таком состоянии развода, расставания и хочет действительно расстаться в очень хороших отношениях, такой с тем, чтобы где-то поработать с обидой, чтобы не оставаться с ней, да, Мгм. чтобы уйти с благодарностью, с пониманием, а что произошло, чтобы действительно вот этот процесс, он всё равно болезненный, но как-то более мягко его завершить, я прямо вот рекомендую пойти на ЭФТ-терапию. Надо сказать, что не все терапевты, ЭФТ-терапевты с этим работают, потому что М. психологи тоже люди, которые могут выбирать, с чем работать, а с чем не работать. Вот, допустим, наш тренер, она изначально, я не работаю с теми, кто хочет разводиться, кто настроен, да, там, на развод. Просто это вот ее такая позиция. Не потому что там плохая, хорошая, а просто тут ее предпочтение. Также там кто-то не работает с изменами, да, допустим. Вот. Я просто к тому, что вдруг кто-то будет искать автотерапевта и наткнется на то, что там кто-то не работает с разводами. Это не все автотерапевты, это вот просто вот персональный человек, персональный автотерапевт. Вот. У меня была пара, которая, ну вот они уже были, ну даже, наверное, не выгоревшие, а просто им вот уже перестало быть интересно друг с другом, потому что они пришли, они совершенно спокойно рассказывали, что у них происходило. Они уже не конфликтуют. И вот там не было никакого, что же называем это, никакого дыма, да, где не было М. никакой искры, чтобы все это загорелось, чтобы хотя бы начали партнеры условно ругаться. А если ругаются, значит, там есть еще эмоции, значит, там еще М. есть что чинить. Да? И вот часто задают вопрос, а как понять, что уже все? Ну, вот когда уже меня вообще никак не волнует, ну, М. опаздываешь ты опаздываешь, мне уже все равно. И вот там партнеры были вот такие. Они хотя пришли с тем, чтобы, ну, давайте, как-то, не знаю, спасать наши отношения, но было так, что там спасать просто уже было нечего. Я вспоминаю "Игру престолов", то, что мертво, умереть не может. И потом они разошлись в итоге. Я поняла.
Да, вот как раз хотела тебя спросить, как понять, да, в какой момент еще стоит работать над отношениями, а в какой момент уже нет. Это вот когда становится безразлично, да? Да, да. Вот это про тогда уже все. Человек уже выгорел, и там уже ну, или, конечно же, если один партнер хочет, а второй выгорел, это тоже никуда не пойдет. Потому что Мгм. иногда бывает такое, что приходит на терапию, в том числе и по этой причине у терапевта, есть, в начале у терапевта есть у каждого личная встреча. И он выясняет, в том числе, запрос каждого, действительно ли и тот хочет, работать над отношениями. Окей. Да, мне кажется, это очень важный фактор, что оба должны быть заинтересованы. И Да, оба должны быть эмоционально вовлечены, да, во весь этот процесс. да, да, это может быть больно, но тем не менее без этого невозможно лечение, Мгм. невозможен процесс. Окей. А еще я хотела с тобой поговорить о различных стрессовых факторах и, в том числе об эмиграции, потому что Мгм. довольно много у меня на канале как раз людей, которые проходят через этот процесс. И вопрос, который здесь возникает: влияет ли это вообще на отношения и влияет ли это на терапию в том числе? Про отношения. Конечно же, миграция влияет, потому что это всегда что-то новое. А то, что новое, это всегда для организма воспринимается как что-то стрессовое. А если что-то стрессовое, тогда это про напряжение. И это напряжение, которое копится, да, внутри, оно должно куда-то выходить. И здесь вот вопрос, как оно выходит. Оно выходит экологичным способом. Человек рассказывает про себя в паре, да, что-то, например, там, я волнуюсь, там, завтра у меня работа, не знаю, завтра у меня собеседование, я переживаю, что, ну, я сейчас какие-то думаю, вспоминаю примеры из иммиграции, с которой я здесь сталкиваюсь, да, с Мгм. клиентами в Германии, с которыми приходили. Если особенно это там первая работа, э, если первая работа, и это было, допустим, не перевезли меня с работы, да, а я здесь начала искать уже работу, и, как правило, люди, естественно, ищут позиции ниже, и, естественно, там отсылают очень много, часто происходит не всегда, но часто очень много резюме, половину не отвечают, половина отказ. И это, конечно же, супер стрессовая ситуация, да, это может шатать самооценку человека. Это все в таком подвешенном состоянии. Особенно и часто бывают такие вещи. Я не знаю, как в Америке, я, кстати, думаю, что в Америке, наверное, с этим попроще, что отвечают, наверное, быстрее, чем в Германии. Потому что в Германии совершенно М. нормальная история, что там через неделю-две тебе ответили, через неделю там еще одно собеседование назначили, через 2 недели еще одно собеседование. И процесс работы, он вот до полугода может просто занимать там 3 месяца. Если за месяц кто-то находит работу, это считается супер быстро, это супер повезло. После, допустим, Москвы для многих, которые переехали, это просто это совершенно новая история, да, нас к этому не готовили, мы жили в совершенно других условиях. И, естественно, мы опираемся на тот опыт, который у нас был, а нового опыта у нас еще не сформировано. И мы не знаем, почему нам не отвечают. Это потому, что там со Мгм. мной что-то не окей, они молчат, либо это нормально. И это все, разумеется, как-то будет отражаться, раскрываться в отношениях. Либо я прихожу там, могу об этом поговорить как-то, могу прийти за поддержкой, да, потому что ну, задача отношений, как я это вижу, как эфтотерапевт, чтобы отношения для нас это была такая тихая гавань, там, где нас могут Мгм. принимать, могут нас слышать, и главное, я чувствую, что меня услышали, да, что меня принимают, я могу прийти со своими страхами. И вот я прихожу со страхом и говорю, господи, мне так страшно, не знаю, а вдруг меня не примут, а вдруг у меня мой английский, я там, не знаю, пойду на собеседование, если это первая, опять-таки, там работа, и человек еще, кроме там как фильмы, не знаю, и смотрел на английском максимум, и где-нибудь разговаривал, когда туристом был, да, тут его первая работа на английском. И он такой, о, господи, а вдруг я не пройду собеседование, вдруг мой английский очень плохой. И если, опять-таки, да, в этот момент
он хочет каких-то просто объятий, чтобы в него там поверил его партнер, партнерша, а ему как-то, да ладно, да. Ну, опять-таки, всем разное нужно, да, кто-то скажет, да ладно, все нормально, и это успокоит одного, а второму, там, блин, какой нормальный, ты меня не понимаешь, я хочу там, да. И вот эти вещи, конечно же, они могут влиять. Плюс какие-то новые, какие-то проблемы, которые могут возникать в связи, там, да, ну, опять-таки, я думаю про Германию сразу, про бюрократию, про какие-то услуги, которые не таким образом осуществляют, как у нас уже есть опыт, да, где осуществляли, где нужны дополнительные какие-то усилия. И это все, там, опять получение документов, и это все очень-очень-очень стрессово для человека, и куда-то, как я сказала, как-то оно будет выходить наружу. И здесь уже вопрос, как с этим пара будет справляться. Опять-таки про ожидания. Я ожидала одно, а получил совершенно другое, потому что нормально, что один из процессов, когда люди переезжают, как правило, по-моему, до 3 месяцев, 3 полгода, идет процесс такой эйфории. Люди чувствуют, что они как за Мгм. границей, но опять-таки в зависимости от условий, да, из которых они переезжали, разумеется, это разное, да, там, когда была вынужденная миграция и когда люди решили и сами переехали, Мгм. да, это, конечно же, важный момент. Я сейчас говорю, когда там люди сами решили, что вначале то такая идет эйфория, и многие такие, о, я там туда сходил, туда сходил, туда сходил, а потом начинается настоящая жизнь, начинается разочарование, начинается, блин, а это все не так, как я привык. Вот, и здесь тоже момент, как человек с этим справляется, как это он приносит партнеру, потому что, как я сказала, что именно в партнерских отношениях мы хотим вот эту поддержку и близость, и есть ли у нас эта близость или нету, как мы друг друга поддерживаем, это более остро еще в кризисных всяких ситуациях, это более остро будет подсвечиваться, что мы хотим и как мы это получаем. И да, ты, кстати, спросила, как в Америке. В Америке бывает так же. В Америке бывает, они Мгм. очень-очень быстро работают, если вот прям у них горит вакансия, сейчас нужно, и вот человек прям на нее подходит, все будет максимально быстро. Они будут Мгм. там связываться на следующий день, там, они будут после интервью сразу же фидбэк давать, они будут сразу назначать и так далее. А иногда просто, вот, допустим, там человек подается, там есть какая-то позиция, которая, может быть, откроется, а может быть, не Мгм. откроется, Мгм. и они Мгм. ищут себе просто, возможно, кого-то там на будущее. И вот, да, может это очень сильно растягиваться. Я помню, что я когда сама приехала, тоже я про Boeing думала, у нас здесь headquarters Boeing. И Мгм. вот люди, которые там не работают, которые там работают, мне говорили, что, ну, Boeing сразу рассчитывает там 6-8 месяцев. Это очень Ох, неторопливая компания. ох, Да, да. ого-го. Ну и здесь есть, да, здесь есть очень разные бизнес-модели. То есть вот какие-то Мгм. компании, Amazon меня нанял за месяц, да, Мгм. а другие компании нет. Ну, я думаю, что здесь еще это не проблема, а это то, что влияет на ситуацию, что в Германии, Увольнять когда? да, да-да-да, здесь минимум 3 месяца человек должен отработать. Мгм. От 3 месяцев где-то там полгода, но чаще всего 3 месяца. Поэтому, я думаю, здесь тоже они достаточно такие нерасторопные, потому что они как минимум у них 3 месяца есть, когда они могут что-то искать. Вот. Я еще вспомнила, что я еще хотела добавить насчет факторы, которые влияют на стресс и в миграции. Здесь тоже очень такой важный момент, что, допустим, да, в своей обычной, привычной, комфортной среде там человек совсем справлялся, все знал, как работает. И, допустим, партнер всегда на него надеялся, да. А тут они переезжают в другую страну, и модель поведения вроде бы та же, да, и человек чувствует, что, ага, на меня надеется партнер, а на него нагрузка еще сваливается, потому что, опять-таки, здесь все новое, здесь все нужно разобраться, здесь по-другому работают. И если в этот момент, да, мне сложно об этом поговорить, мне сложно сказать, мне сложно поделиться чувствами, опять-таки, если мы берем такую традиционные гендерные роли, да, что если мужчина с этим пытается справляться, а ему сложно сказать о том, что, знаешь, там, мне тяжело, потому что это что же, я буду подводить и партнершу, и себя, то, разумеется, это про стресс. Более того, да, если он молчит, он об этом не говорит,
партнерша не знает, что там такие процессы происходят. Она также может там, ну, это не протребовать, но где-то что-то спрашивать просто, да, там, ты вот это Мгм. сделал, просто вопрос, да, обычный. А поскольку этот вопрос, он накладывается на такую уже стрессовую почву, да, потому что, блин, я это не сделал, потому что это намного дольше делается, а я не знаю, как это делать, да, мне нужно больше времени, и мне нужно знать, и это уже такая триггерная тема, и это также может выливаться в какие-то либо ссоры, либо недопонимания. Это нужно учитывать. В общем, Мгм. диалог, но здесь тоже такой момент. Очень легко сказать диалог, если человек сам про себя, ну, самому сложно с эмоциями, самому сложно понимать, что со мной происходит, и самому сложно делиться с этим, опять-таки, да, делиться почему. Если мы говорим снова про избегающий тип привязанности, это те дети, которым часто говорили, ну, то, что они не нужны, они не важны, и если тем более они с чем-то еще и не справляются, так это вообще меня любить нельзя. И поэтому просто прийти и сказать о том, что, знаешь, я не справляюсь, опять-таки, это подписаться по тем, что, ну, знаешь, меня невозможно любить. Поэтому это часто вот этот момент о том, что ну почему ты мне просто не сказал, ну почему ты мне просто не скажешь об этом? Ну потому что человеку очень сложно и самому в этом признаться, и тем более открыто донести до партнера. Потому что партнер в его глазах сразу в нем разочаруется. Как разочаровывались во мне когда-то там в прошлом значимые близкие, взрослые. Да, слушай, очень отзывается большое количество, о чем ты говоришь, и в плане того, что просто огромное количество стресса сваливается. Причем как-то, ну, оно на обоих, по сути, сваливается, да, то есть оба находятся вот в этом состоянии, когда все вокруг новое, когда ты не понимаешь вообще, за что взяться, когда огромное количество задач, которые были Да, как-то решены сами собой у себя дома, тут вдруг всплывает, и оказывается, что это проблема, когда там все неизвестное, как это все да. вообще здесь вокруг работает. И плюс вот то, что ты говоришь, там эйфория, да, поначалу у Мгм. людей чаще всего возникает, когда это невынужденная иммиграция. А бывает, когда по-разному, то есть вот, допустим, там мы переезжаем, когда мы несколько раз переезжали, у меня всегда эйфория Мгм. поначалу, мне все нравится и так Мгм. далее. А у Юры наоборот. Юра, когда куда-то приезжает, у него сразу, особенно вот первые эти дни, у него прям идет отторжение. Ему все вокруг не нравится, Мгм. его все начинает бесить, то, что он не понимает и так Мгм. далее. И вот Мгм. начинается вот этот вот эмоциональный, как, ну, мне не хочется, чтобы мне портили настроение, его бесит моя жизнерадостность, потому что у него все Мгм. вокруг проблемы и так далее. Проходит какое-то время, это выравнивается, но поначалу, вот да, может быть еще и на эмоциональном плане Да, очень большая разница между да, да. состояниями. Ты говоришь, Наташа, я вспоминаю, да, то, что ты сказала про то, что там Юра тревожный, и я предполагаю, что здесь, Мгм. конечно же, это такой способ, в том числе его справляться, что там все было понятно, да, Да. как, что, а здесь все новое, а это, опять-таки, тогда меня это все это тревожит, и тогда мне все это не нравится. Верните меня в ту среду, где мне все было понятно, и я совсем справлялся, и все было предсказуемо, а если предсказуемо, это значит безопасно. Да, и у него, знаешь, наверное, еще он опирается на свою тревогу как на то, что толкает его быстро все решить, да, то есть вот ему все не Мгм. нравится, ему нужно быстро все, привести в порядок, по сути, Да. да, и вот его бесит, допустим, когда он видит, какая я счастливая хожу, ему кажется, что я какая-то беззаботная в этот момент Мгм. и Мгм. недостаточно, Мгм. допустим, уделяю внимание там всем проблемам. Ну, то есть, да, Это очень и интересно, спасибо, что ты здесь добавила. Я вот хочу здесь очень классный пример, чтобы его не проскочили. И как мы начинаем интерпретировать поведение другого, мгм. да, потому что, ну ты беззаботная, наверное, еще на мне все свалится сейчас, все эти заботы, либо ты вообще ни о чем не думаешь, а на самом деле у тебя происходит совершенно другое, да, ты совершенно по-другому справляешься со стрессом. Но это, правда, такая почва для конфликта тогда. Ну да, да. И в эту тему хотелось зачитать еще один вопрос. И мне кажется, что ты немножко на него уже ответила. Но давай еще раз поговорим. Подписчица спрашивает, как смягчить возможные проблемы при иммиграции и из-за чего в целом может быть ухудшение отношений, конфликты, разводы, как этого избежать. Ну вот из-за чего мы уже проговорили, а давай еще Мгм. раз проговорим,
что делать? Ты вот говорила про вот эту гавань, да, куда мы можем Да, возвращаться, и как-то да. нужно создавать это. Ой, тут, конечно же, я скажу, терапия. Идите на терапию. Но с чего можно начинать? Ну, во-первых, я в любом случае в конце посоветую, порекомендую книги какие-то, да, Мгм. где, может быть, больше будет понятно и про себя что-то. А, Но, знаешь, мне здесь, конечно же, хочется сказать, разговаривать словами через рот. Но здесь, наверное, больше полезно будет сказать о том, чтобы идти в свою уязвимость, потому что мы же часто почему о чем-то не говорим? Потому что мы боимся, вот то, что я сказала, вот я сейчас скажу, что я там чего-то боюсь, скажу, что я переживаю, как будет партнер, а будет ли партнер переживать, либо партнер не может на меня полагаться тогда, а партнер, и начинаются, в общем, какие-то свои домыслы, какие-то страхи, из-за этого тоже появляются тревоги. И вот с этим работать, чтобы надо идти проверять реальность. Но всегда надо говорить про себя, про то, что мне страшно, я боюсь. И вообще, когда вы понимаете, что вас что-то начинает злить, и вот этот очень классный момент не во-первых, не подавлять себе это, остановиться, и можно пописать, да, а почему я злюсь, да, что за этим злостью стоит, и постараться увидеть, какие там вот за этим потребности. Ну, вот, например, то, что я сказала, вот если раскручивая пример в самом начале, там, вот он не пришел, он мне, там, не знаю, я на него кричу, потому что какого черта он мне не позвонил, а что именно меня злит, а почему я здесь злюсь? Ну, потому что я думаю, что он обо мне не думает. Мгм. А что для меня это значит? Ну, что я для него незначима. И вот с этим стараться уже прийти. Не с тем, что ты меня там, не Мгм. знаю, раздражаешь, бесишь, а что там за этим стоит. Я там вот этого боюсь. Или я не знаю, если какой-то там вопрос про и связано с иммиграцией, то, что мне в голову приходит. Была я классная, успешная у себя там на родине, а здесь мы переехали, допустим, по его визе, ну, у меня опять-таки Мгм. какие-то сразу типичные у меня в моем окружении, там, не знаю, допустим, она была журналистка, я в маркетинге работала, да, там, переехали по его визе в IT, да, и здесь она, допустим, не может устроиться, ей нужно язык выучить, да, там, опять-таки, там, журналистика, это очень хороший уровень, здесь, естественно, очень много переживаний. Там-то я была классная, и все у нас было хорошо. А здесь я не знаю, что. А здесь будешь, я могу по этому поводу переживать. А будешь ли ты меня, не знаю, буду ли я для тебя до сих пор интересна? Потому что там я была успешная, а здесь я не успешная. А если я не смогу найти работу? А если? И вот с вот этими переживаниями о том, что вдруг я тебе буду больше неинтересна, не нужна, вдруг ты меня перестанешь ценить. Вот с этим очень классно, прям вот с этим приходить, да, что я Мгм. переживаю, что я не смогу найти работу, не знаю, долгое время, и я для тебя буду неинтересна. И, как правило, если хорошие отношения, да, то партнер на это откликается. Ну Вот да. как-то так. Вот как-то так. Вот словами через рот это вот про вот это. Нет, действительно, да, то есть вроде как люди говорят друг другу, да, но говорят вот это вот поверхностное, то, что в голове, да, первое появляется. А то, Да. что ты говоришь, да, это больше рефлексировать и понимать, почему я думаю это, почему меня что бесит. Да. Мгм. И здесь, наверное, тоже такая рекомендация, на что можно обратить внимание. Если вы ссоритесь все время об одном и том же, даже миритесь, но возвращаетесь, то есть ссоры все время об одном и том же, но значит, что-то не получается у вас самостоятельно решить. И здесь бы я рекомендовала пойти на терапию, пока это ну, условно, что не поздно, но даже не то, что не хочется сказать, пока не поздно, а чтобы не усугублять, когда это сложно уже будет решать, лучше прийти немножечко заранее, а лучше немножечко заранее. Не, я могу, да, по собственному опыту сказать, что действительно, особенно если это становится паттерном или циклом, из этого очень сложно самим выйти.
То есть просто потому, что вот каждый раз вот это вот ожидание с обеих сторон, что сейчас будет неприятный разговор, и мы чаще всего знаем, чем это закончится, и Да, чаще да. всего еще и ведем себя так, чтобы именно этим это все и закончилось. Да, И да. Знаешь, здесь хочется еще добавить. С одной стороны, хочется добавить, с другой стороны, скорее всего, те, кто слушает психологические подкасты, они в этом не страдают, но тем не менее скажу, что часто как раз вот эта идея того, что, ой, сейчас мы будем говорить, вот мы сейчас говорим, тебе хочется поговорить об эмоциях, но зачем мы об этом будем говорить, выяснять отношения, да? Зачем мы будем выяснять отношения? Ведь каждый раз, когда мы выясняем отношения, становится только хуже, мы еще больше ругаемся, это ни к чему не приводит, давай лучше не будем. И давай тогда не будем ходить к психологу выяснять отношения. Вот если вы понимаете, что это ваша история, идите к терапевту. Это значит, что вы вдвоем как раз не можете выяснить так отношения, чтобы это было комфортно обоим. Идите к терапевту, который как раз будет помогать настраивать и отношения, и чтобы вы выходили, услышав друг друга с такой благодарностью, с пониманием, что происходит. Что это как я говорю, что терапия — это больно, но и приятно в том числе. нет, точно, знаешь, создается вот какой-то такой опыт того, что мы можем друг с другом коммуницировать как два нормальных человека, а не как орки. И да, и после этого уже, имея вот этот опыт того, что это в принципе возможно, намного легче даже вот перешагивать через какие-то сложные моменты, потому что, ну, до этого у нас был опыт, что только вот после этих сложных моментов был грандиозный скандал, а теперь у нас есть Мгм, какой-то мгм, другой опыт. мгм. Да, да. И знаешь, здесь про опыт, про другой опыт. Ну, собственно, важная как раз самая главная задача психотерапии — это создать новый эмоциональный опыт, да, совершенно другой. И здесь тоже про то, на что можно обратить внимание. В некоторых парах, к сожалению, да, я бы так сказала, до сих пор, ну, люди поругались, а на следующий день ничего не выяснили, а на следующий день все нормально, да, ничего не происходит, замяли конфликт, но это так же, как часто делали, откуда эта модель поведения, да, часто это родители как делали. Мгм. Вот. И это тоже такой момент, когда прям на это нужно обращать внимание и ни в коем случае не делать так, потому что это всегда усугубление того, что у нас происходит. Мы не выяснили, что нас тревожит, почему каждому из нас больно. Мы просто высказали, вот эти эмоции вышли, мы просто это замяли и пошли дальше. То тоже вот не делайте так, это все ведет к очень плохим последствиям. Класс, спасибо большое. Я хотела тебя напоследок немножко спросить про профилактику. Вот, допустим, если у нас, в принципе, все хорошо, ну, там ругаемся иногда, но, в принципе, отношения пока что нормальные. Вот что Ругаться — можно... это тоже нормально. Я на всякий случай, да, а то очень часто думают, что в идеальных отношениях не ругаются, не конфликтуют. Но это неправда, потому что через конфликт мы как раз и понимаем, а что нам нужно, да, какие наши Мгм, потребности. Другой момент, как мы конфликтуем, да, это вот мгм, вопросики, но конфликтовать — это нормально в отношениях. мгм. На всякий случай, мне важно было Не, заметить. спасибо, что сказала. Да, да, это правда. Это действительно очень важно. Потому что, да, здесь есть очень большая разница между нормальным здоровым конфликтом и скандалами какими-то. А, ну да, ну вот и что мы можем сделать, допустим, в этот момент, просто чтобы поддерживать здоровые отношения? Мгм, мгм, мгм. Ну, разумеется, это про качественное времяпрепровождение, да, и здесь вопрос о том, качественное — это вопрос к парам, что именно для них значит качественное. Потому что для одного, там, допустим, скажет, я хочу вместе проводить время. Классно. Для кого-то сходить вместе в магазин — это: "О, классно". А для другого это: "Нет, мы ничего классного не сделали, мы просто пошли купили, продукты, это вообще не считается", да. А для второго такой: "Ну нет, это считается". Вот, и тут понимать, а что интересно именно для вас обоих. Потому что, кто-то, допустим, кто, ну, достаточно часто может ходить в кафе или смотреть сериал, да, и для них это может быть уже просто быть, обычным.
Мгм. и не восприниматься как что-то вот такое классное, что вот мы сейчас провели время. Я в своем телеграм-канале буквально недавно говорила о том, что очень классно описать список 100 желаний, 100 целей, которые мы хотим там осуществить вместе. И также я писала, что помимо, вот мы с Факсом делали, помимо каких-то таких грандиозных вещей вне, и мы писали это вне Германии, и также в самом Берлине. То есть какие-то вещи классные, Мгм. где вы получаете новые эмоции. Потому что, разумеется, еще чем дольше мы в отношениях, тем больше мы можем становиться ну, друг другу друзья, но уходит в том числе какая-то такая партнерская история. А чтобы партнерская история оставалась, очень классно делать какие-то вещи, где мы либо получаем адреналин, либо это какие-то новые классные штуки, которые мы не делали, и мы можем разделить эти эмоции, да. То есть почему я еще рассказала про там ресторан-бар, потому что для кого-то это может быть, ну, мы пошли поели. Как и вчера, как и сегодня, как и завтра, да. Для нас это ничего необычного, да, мы можем себе позволить, там, да, каждый день где-то есть. А вот там сходить, я не знаю, на какой-то скалодром, о, это прикольно, да, этого мы никогда не делали. Вот, поэтому я в том числе вот рекомендую сделать таких 100 вещей, прописать, помимо каких-то там грандиозных каких-то путешествий, не знаю, что там, подняться на Эверест, увидеть акулы, вот, до каких-то таких мелочей, которые мы можем в том числе делать дома, не знаю, там, кому-то нравится пазл собирать, кому-то что-то еще. Вот, где мы будем чувствовать вот эту связь. Мгм. Очень классно обращать внимание на то, чтобы мы не ленились в отношениях. Потому что, опять-таки, чем есть такая тенденция, что чем дольше мы в отношениях, тем больше нам не нужно, тем больше мы начинаем лениться. Нам не нужно, так условно, восхищать партнера, завоевывать партнера, да. Плюс еще гормоны здесь нам тоже не помогают, потому что в начале отношений гормоны бурлят, и мы просто, у нас еще розовые очки, опять-таки за счет гормонов, мы просто готовы сносить, не знаю, горы. И здесь встретить в 5 утра, да, вообще без проблем, да, еще и до этого блинчиков и пирожков напеку. А сейчас, ну, может, такси возьмешь, да, и вот эту историю за ней прям следите, да, потому что это, опять-таки, мы показываем про важность партнера, да, хорошо, там, для тебя это важно, мне приятно, я там тебя встречу. Следить, чтобы не лениться, чтобы именно вкладываться. Вообще считается, что одна из, вот, ну, скажем так, вот как раз профилактик того, профилактика плохих отношений? Нет, что-то я запуталась. В общем, чтобы не было плохих Мгм. отношений. Мгм. Скандал, все правильно сказала. Чтобы оба партнера осознанно вкладывались в отношения, осознанно принимали решение, что да, для меня эти отношения важны, я буду вот прям временем особенно вкладываться. Вот не про то, что, лень, я не хочу что-то разговаривать. Нет, это время, которое мы хотим провести время. Это не про то, что у меня вот здесь вот такие, вот такие, вот такие задачи, там, я не знаю, у меня здесь язык, у меня здесь там такие-то курсы, вот такие-то курсы, хобби, а отношения, ну, у нас же все нормально, все есть и есть. Вот. Нет, да, что нет, я буду вкладываться, чтобы не получилось так, что после того, как жили они долго и счастливо, поженились, закрыли книжку, а там, ну, все, теперь само собой разумеется, оно само как-то будет, да, нет, само собой не будет. Вот, и на это прямо обращать внимание. Тоже я, как и секс-терапевт в том числе, а, обращала бы внимание на то, что происходит с близостью, с интимностью. Я говорю здесь не только про секс, а я говорю именно про, в том числе, физическую привязанность, насколько мы целуемся, насколько мы обнимаемся, насколько мы держим за руки, насколько мы, особенно если партнеры тактильные, да, вот если там одному нужна вот эта тактильность, часто перестают целоваться в отношениях, да, то есть вот если на секс мы целуемся, в начале отношений мы целовались, и потом у нас всегда такой дежурный чмок, и все, да. Вот этот момент тоже можно следить. Про секс, если для одного партнера эта история там не закрыта, да, тоже смотреть, как с этим, чтобы в этом тоже была гармония. И, и я бы сказала про то, чтобы уметь прощать. Ну, это Мгм. тоже такой момент. Ну, уметь прощать, чтобы не было, что вы там обиду используете как
какой-то козырь, да, я бы так сказала. Мгм. Но здесь я бы еще смотрела, что там стоит за этими обидами. Может быть, там, опять-таки, не до конца я услышала, что меня ценят, что там действительно человек там жалеет, что он мне нанес какую-то вот боль. Потому что если он жалеет, это не про то, что там теперь я потом раскаиваюсь и по гроб жизни тебе должен, а это про то, что я, значит, вижу, если тебе жаль, да, там, что ты сделала, то значит, я тебе дорог. Ну, вот здесь очень такой важный момент. А, Вот, и, ну, коммуникация, то, что, да, разумеется, говорить, готова быть уязвимым, то, что я вот сказала, да, идти с этими страхами. И классно, если у вас есть какие-нибудь совместные ритуалы, может быть, все что угодно, это может быть, опять-таки, там, какой-нибудь кофе по утрам в пятницу, это также может быть сериал, это также может быть, там, не знаю, в среду мы делаем что-то друг для друга, это может быть, как сексолог, да, я часто говорю про день секса, то есть там не обязательно день близости, вот так лучше даже сказать, это не обязательно там, где будет секс, но это там, где действительно мы вот близки друг с другом, разговариваем, может быть, про какую-то интимность, либо устраиваем друг другу свидание. Стараемся сохранять вот эту парность, партнерство, а не только, чтобы мы там превратились в брата и сестру, которые живут под одной Мгм. крышей. Да, слушай, очень здорово. Как раз вот ты спасибо, что сказала про брата и сестру. Я вот как раз пока ты говорила, я думала о том, что да, допустим, с годами мы действительно превращаемся в каких-то родственников друг другу, которые мы знаем, что вот мы живем под одной крышей, этого человека я вижу каждый день, он всегда тут был, всегда тут будет. И да, вот как раз теряется вот эта близость, теряется романтика и прочее. Да, Спасибо большое за разговор, Лен. Ты сказала, что ты хотела порекомендовать да. книгу, и вот как раз я Мгм, тоже хотела мгм. тебя спросить про какие-то рекомендации. Да, про книги. Конечно же, мою любимую Сью Джонсон, это основательница М. FT-подхода. Я её читала на русском, говорят, что в оригинале книжка лучше. Поэтому, если есть возможность прочитать на английском, читайте на английском. На русском она называется «Обними меня крепче». Еще у нее книга вышла «Чувство любви». Вот эти две книжки я посоветую. М, Обязательно советую Готмана. У него вообще очень классный, он парный психотерапевт. У него одна книжка «8 важных свиданий», но у него еще есть книги именно про отношения. Вот их прям очень классно. А, Можно почитать Таткин «Созданный для любви». Многим еще нравится книга «Подходим к друг другу» Левин. Это тоже про привязанность. Ну и, наверное, тоже одна из таких классик это Гарри Чепман. Многие слышали его по книге «Пять языков любви». Вот это все, что касательно про парную, да, вот если мы говорим про парную терапию, про пары, это вот то, с чем можно поработать. Спасибо большое. Я, кстати, сама по твоей рекомендации читала Сью Джонсон. Я читала на Мгм. английском, она называется «Hold Me Tight». Очень Мгм. крутая книга, действительно. Вот прям она такая, знаешь, открывающая глаза на многие вещи. То есть я читала, она там просто приводит вот конкретные примеры, как Лена привела в начале, про мужчину, который опаздывает все время и не звонит домой, да. И вот она приводит много-много-много таких примеров, и ты прям узнаешь себя в них. Мгм. Вот. И Мгм. потом она показывает, тоже вот эти чувства, которые стоят за реакциями каждого партнера. Действительно очень классно. Мне кажется, сама по себе книга терапевтичная. Да, да, да. И как для пар, я считаю, что это просто вот номер один, который стоит читать, чтобы понимать а, не только про себя, потому что, да, часто про себя мы, ну, что-то понимаем, а чтобы понимать про партнера, почему он в том числе себя так Мгм. ведет, и тогда здесь больше понимания, и тогда больше рождается эмпатии. И вот желание как раз встретиться здесь с партнером, формировать вот эту близость, а не пойти и уничтожать и орать её. Да, Вот. 100%. Спасибо Ну и, большое, конечно Лен. же, ой, прости, пожалуйста. Ну и, Нет, конечно же, я могу порекомендовать и себя, и приходите ко мне на телеграм-канал, приходите и ко мне на YouTube. Там я тоже рассказываю про отношения. ну да, все ссылочки я обязательно оставлю, и на твой Спасибо. YouTube, и на твой Telegram. Спасибо большое за разговор, Лен. По-моему, было очень классно.
Да, было очень здорово. Спасибо, Наташ, тебе и про твои личные примеры, которыми ты делишься. Это прям также очень, очень помогало раскрыть беседу и мысль, которую я хотела донести. Спасибо тебе большое. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. На этом на сегодня все. Все Ленины контакты, как я уже сказала, будут в описании. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, делитесь собственными историями, мы с удовольствием все почитаем. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, если вам нравится, делиться с друзьями, которым вы считаете это может быть полезно. И до встречи в новых видео. Пока-пока.